Всем большой привет. И я для начала хотел бы поблагодарить всех тех, кто, несмотря на текущее неудобство, вернее, воющее и взрывающееся неудобство, нашел возможность присоединиться к нашей беседе. Потому что при всем уважении к нынешнему эпизоду нашей нескончаемой войны с исламским врагом, тема этой нашей беседы кажется мне более важной с чисто стратегической точки зрения. Потому что если кто-то и может уничтожить нас, так это только мы сами. Наши внутренние конфликты и прежде всего тот конфликт, о котором мы собираемся говорить сегодня под аккомпанемент сирен и взрывов. И этот разговор, несмотря и вопреки всем и всяческим внешним помехам, лишь подчеркивает то значение, которое мы с вами придаем этой теме. Это, знаете, что-то вроде исполнения седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича в блокадном Ленинграде. Я, конечно, не равняю нашу сегодняшнюю беседу с тем концертом в Ленинградской филармонии, но это где-то из той оперы, вернее, из той симфонии, хотя бы несколько нот оттуда. Сейчас мы перейдем к презентации, которая была подготовлена замечательным нашим организатором Владимиром Бодиком. Вот. И мы начинаем, собственно говоря, эту нашу беседу. Я надеюсь, что вы видите открывающий слайд. Внутренний конфликт в израильском обществе. Это, собственно говоря, и будет нашей темой. Для начала мне хотелось бы обозначить эту тему в общем контексте современных общественных конфликтов. Обычно все они разворачиваются вдоль весьма определенных границ. К примеру, нынешний кризис внутри американского общества носит выраженный характер, идеологического конфликта. Это прогрессисты, то есть нынешняя реинкарнация левого безумия против нормального. Слушаю. Нужно включить показ экрана. А он не был включен. Сейчас, секунду. Вот. Теперь он включен, я надеюсь, да? Все теперь видят? Я надеюсь, что все теперь видят, да, этот слайд. 4 оси современных общественных конфликтов. Так вот, идеологическая ось идеологического конфликта, вот, например, прогрессисты против нормального традиционного подхода. Или большевистская революция в России, или Кхмерская революция в Камбодже. Во всех этих случаях есть какая-то мощная и многочисленная общественная группа, которая движется определенной идеологией и стремится нормализовать какую-то новую реальность, отличную от сложившейся в результате какого-то эволюционного развития общества. Можно ли описать в этих терминах ситуацию в Израиле? Очевидно, нет. Идеологически мотивированные группы здесь, если и имеются, то носят откровенно маргинальный характер. Анархистов тут в лучшем случае несколько десятков. Прогрессисты из партии Мерец не преодолевают избирательного барьера. Фашистов и нацистов нету в принципе.
Здесь я сразу же хочу предупредить возможные вопросы и сказать, что не считаю сионизм идеологией. Сионизм – это всего-навсего практическая задача построения еврейского государства в земле Израиля. И все. То есть это задача, а не идеология. Других характеристик идеологии вокруг этой задачи не существует. Эта задача может присоединяться к какой-то идеологии, как это было в самом начале, когда партия Коалицион была где-то в чем-то социалистической. Но сам по себе сионизм не является идеологией. В нем нету ни идеальной модели светлого будущего, ни фантазии о социальной справедливости, равенстве, о перераспределении общественных благ, то есть всего того, что делает идеологию идеологией. Другая ось конфликтов – это национальные или расовые конфликты. Примеров тут тоже хватает. Да? Сегодня плохо быть индусом в Южной Африке, плохо быть белым на Гаити, в прошлом веке плохо приходилось черным на американском юге и так далее и тому подобное. Есть ли подобная проблема в Израиле? Тоже нет. Война и вражда между евреями и арабами обусловлена не расовыми причинами, а войной на уничтожение, которую арабы ведут против нас. К примеру, нет никакого расового антагонизма между евреями и друзами, которые говорят на арабском языке и соответствуют арабской культуре. Напротив, налицо тщательно оберегаемое братство по оружию. Нет антагонизма и внутри еврейских групп разного происхождения. И огромное количество перекрестных браков – яркое тому свидетельство. Третья ось возможных столкновений – культурная. Если мы вспомним парадигму Самуэля Хантингтона, то именно она приводит к максимальному количеству конфликтов. Израиль в этом смысле может служить опровержением парадигмы Хантингтона или исключением из нее. Трудно представить более не схожие между собой культуры, чем культура, скажем, галицийского штетла и тайманской йеменской деревни. Или еврейского профессора, родившегося в Копенгагене, по сравнению с сыном еврейского торговца из иракского Курдистана. Культуры принципиально разные, но с одним исключением. Все они несут в себе более или менее явственный отпечаток иудейской традиции, по крайней мере, на уровне ментальности. И этого оказывается вполне достаточно для нивелировки любых, даже самых значительных различий. Четвертая и последняя линия потенциального столкновения – это религия. Вообще говоря, это частный случай культурного противостояния. Протестанты и католики в Ирландии, буддисты и мусульмане в Пенджабе, салафиты и прочее человечество, да мало ли. Нельзя сказать, чтобы с этим в Израиле было вовсе безоблачно. Иудеям не за что любить христиан, как католиков, так и православных. Ислам тоже не будет в нас приятных воспоминаний. Но одно дело неприязнь, и другое дело серьезные столкновения на религиозной почве. До этого здесь не доходит в принципе. Что же тогда получается? Получается, что в израильском обществе нет ни одного из 4 традиционных источников внутренних общественных конфликтов. Откуда же взялся и чем обусловлен нынешний, вполне реальный конфликт, который раздирает израильское общество? Давайте попробуем в этом разобраться. Израильское общество очень мозаично. Так, мы куда-то улетели не туда. Израильское общество очень мозаично, но
это мозаика на единой подложке, если можно так выразиться. Очевидные культурные, этнические, ментальные различия между евреями и выходцами из разных мест действительно видны невооруженным глазом. Тем не менее, все мы приклеены к единой подложке, к какому-то единому плато, к еврейской религиозной традиции, которая, как известно, тесно связана с бытовой и общекультурной традицией. То есть даже если человек абсолютно светский и далекий от религии, он все равно к этому плато каким-то образом приклеен. Это очень заметно по особенному юмору, например, который очень похож у разных этнических групп, и по особенному философскому взгляду на вещи, по которым с этим взглядом этот, скажем, йеменский еврей, который абсолютно не похож на какого-нибудь, скажем, британского еврея, очень быстро находит с ним понимание и общий язык. Мы одна семья, и хотя это сходство не отменяет и отдельности интересов разных фрагментов мозаики, мы, тем не менее, все-таки одна семья. Хотя каждый из членов этой семьи преследует свои вполне эгоистические интересы и имеет на это полное право. Многопартийная система израильской демократии кем только не критикуется, особенно выходцами из стран с тоталитарными либо авторитарными системами. Слышатся и призывы перейти к двухпартийной системе. Но в реальности, друзья, именно многопартийность лучше всего отвечает вот этой вот мозаичной структуре общества. У каждой крупной части мозаики есть свои представители в Кнессете, представители которых она не делит с другими группами. Ведь у тех групп могут быть ровно противоположные интересы. Понятно, что в результате возникают коалиционные правительства. Многим не нравится это, да? Многим не нравится то, что они именуют шантажом. Только и слышишь шантаж религиозных партий, шантаж эфиопской общины, шантаж поселенцев. Но при чем тут шантаж? Та или иная общественная группа требует свою часть общественного пирога и имеет на это право, даже если это приводит в ярость какую-то другую группу. Это и есть демократия, когда каждая часть мозаики пользуется влиянием, соответствующим ее электоральному весу. В этом нет ничего дурного. Ничего дурного. И это сугубо демократическое решение было бы весьма подходящим для нашей мозаичной структуры, если бы ему позволили реализоваться на практике. Однако в реальности этот вариант мозаичной демократии не работает. И не работает он потому, что демократия лишь внешний фасад нашего государственного устройства. Части мозаики могут голосовать как угодно, но результаты выборов никак или почти никак не сказываются на их реальном влиянии на общественные процессы. Почему? Потому что вместо демократии построена олигархия. В Израиле построена олигархия, то есть безраздельная власть всего лишь одной из частей мозаики, которая вот уже целое столетие подминает под себя все остальные группы. Мы называем эту группу кликой привилегов. КП. Вы видите это на слайде. Почему клика? Ну, потому что слово «элита», которым часто пользуются в таких случаях, здесь никак не подходит.
Элита предполагает высокое качество продукта. Мы же, говоря об этой группе, зачастую имеем дело с настоящим отребьем, самовлюбленными потребителями благ, которые достаются им по праву происхождения. И только. Качеством там и не пахнет. Поэтому не элита, а клика. Ну, а слово «привилегии», я думаю, не нужно пояснять. Привилегированная часть мозаики. Единственная из всех. Такова, друзья, наша израильская, во многом уникальная особенность внутреннего общественного конфликта. Не правые и левые – это чушь. Как уже было отмечено раньше, идеологических левых у нас раз-два и обчелся. И вы наверняка обратите внимание, что в этой беседе я вообще не использую этих чересчур многозначных, а потому вносящих излишнюю путаницу определений. Не религиозные светские. Это напряжение тоже во многом надумано или искусственно нагнетается в политических интересах. Нет, суть нашего конфликта совершенно иная. Это демократия против олигархии. Демократия против олигархии. Тут возникает отдельный вопрос. Вот это ось конфликта, да, вот это отличная от традиционных современных внутренних общественных конфликтов ось. Она является шагом назад в общецивилизационном процессе, да, или шагом вперед. Скажем, это можно вспомнить в средневековой Флоренции, да, гвельфы против гибеллинов, или революционную Францию, санкюлоты против аристократов. Если это то же самое, то это, видимо, шаг в прошлое. Или напротив, это шаг вперед. То есть общество, уже преодолев противоречия идеологического, расового, культурного и религиозного порядка, выходит на новый уровень развития, требуя осуществления реальной, истинной демократии. Демократии, а не тоталитарного правления идеологии, как в нынешней Западной Европе. Демократии, а не религиозной автократии, как в Иране. Демократии, а не хамской клептократии, как в России. Демократии, а не наследственной диктатуры, как в Средней Азии. Демократии, а не наследственной олигархии, как у нас в Израиле. Общество требует демократии незамутненной и не подмененной антидемократическими системами, прикрытыми лживыми, фейковыми, фиговыми листками типа охранители порога или система сдержек и противовесов. Это, то есть, является ли наш конфликт шагом вперед или шагом назад, отдельная тема, которая требует отдельного подробного рассмотрения. Мне просто хотелось поставить перед вами этот вопрос, чтобы вы тоже могли подумать на этот счет самостоятельно. Мы же пока двинемся вперед к ответу на вопрос, как формировалась нынешняя олигархия, нынешнее безраздельное правление клики привилегов. Клики, которые блокируют не только адекватное развитие всех остальных частей израильской мозаики, но и угрожает самому существованию государства Израиля. И наше будущее, будущее Израиля, действительно целиком и полностью зависит от исхода этой борьбы.
Давайте вкратце рассмотрим историю появления, развития и вырождения клики привилегов. Все началось со второй волны алии, которая датируется 1904-14 годами. Именно они, люди второй алии, составили базу и основу нынешней клики. Они приезжали в основном из Восточной Европы, преимущественно из Российской империи, рейсами из Одессы или из Австрийской империи, рейсами из Триеста. Приезжали и, как правило, уезжали. Оставалось примерно 10% приехавших. На картинке вы видите две партии, которые были организованы новоприбывшими немедленно по их прибытию сюда. Такова тогда была традиция в Европе – немедленно самоорганизовываться в какую-нибудь партию, в основном социалистического толка. Апоэль ат-Саир, она исповедовала не социалистические, а скорее толстовские идеи труда на земле, в сионистской интерпретации Ады Гордона. Они были далеки от марксизма и прочих социалистических холер. Они просто приехали саморазвиваться посредством физического труда на земле. Партия Пуалей Цион уже существовала в основном в Восточной Европе, но никогда не была оформлена в виде единой партии. Это были кружки, разбросанные по разным городам, и каждый кружок имел свою самостоятельную программу. Пуалей Цион Эрец Исраэль тоже провозгласила себя вполне самостоятельной марксистской партией. Ее первую программу написал 20-летний Давид Бен-Гурион, который тогда звался Давидом Грином. Написал потому, что другие просто отказались заниматься столь неблагодарным делом. При этом ему пришлось очень много спорить и ссориться с так называемыми Ростовами. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы представили себе чрезвычайно мелкий масштаб тех событий. Численность всей этой партии составляла на первом этапе несколько десятков человек, 70-80. Из них на учредительный съезд в Яффу прибыла примерно половина. Дилижанс был не по карману, а путь пешком из Галилеи или из Иерусалима долг. Поэтому тон на съезде задавала большая компактная группа репатриантов, прибывшая из Ростова-на-Дону. Порядка 25 человек. Они и составили решающее большинство. Их называли Ростовы, в отличие от остальных, которых называли Московы, от слова «Москва», которое подавляющее большинство из них в глаза не видали. Ростовы были настроены чрезвычайно социалистически, поэтому и программа получилась соответствующей. Все они, вся группа Ростовов столь же компактно свалила из Эрец-Исраэль в Америку по прошествии года другого. Но если есть вторая алия, то была ведь и первая. Куда делась она и почему наверху оказались не ее люди, прибывшие четвертью века, а то и полувеком раньше? Ну, во-первых, у них не было никакого опыта политической самоорганизации. А во-вторых, когда они все же решили самоорганизоваться, сначала в молодежную группу, которая назвала себя Гидеоны, а затем уже в период Первой мировой войны в тайную организацию Нили, когда они все-таки самоорганизовались, их уничтожили. Кто уничтожил? Люди второй алии.
Тут нужно заметить, что они принесли с собой не только партийный опыт, но и опыт межпартийной борьбы, как правило, чудовищно аморальный. Российские эсеры, эсдеки, бундовцы, коалицион, независимые активно сотрудничали с полицией и самозабвенно доносили друг на друга. Ведь они боролись между собой за один и тот же, как сказали бы сегодня, электорат. Я довольно подробно описал это в своей книге «Обычные люди». Аморальность вообще имманентно свойственна левым движениям. Не потому, что левые рождаются подлецами. Просто их цель построения светлого будущего с больших букв «С» и «Б» предполагает устранение основ препон и рогаток старого мира. А препоны и рогатки морали, как ни крути, одна из таких основ. Поэтому, когда речь заходит о светлом будущем или о благе партии, которая ассоциируется с этим светлым будущим, цель всегда оправдывает средства. Мы это видели, знаем на опыте. Вторая алия принесла в Эрец-Исраэль эти, как уже сказано, чудовищно аморальные методы. И евреи первой волны оказались попросту бессильными против этой мерзости. Их организация Нили была предана, выдана турецкой службе безопасности руками Хашомера, военной милиции второй алии. Выдана на смерть, на пытки и на казни. Йосефа Лишанского, одну из ключевых фигур Нили, которому удалось скрыться от первой облавы, хашомеры преследовали сами, стреляли в него и в итоге выдали туркам. Он был позже, в 1917 году, повешен в Дамаске вместе с Наиманом Белкиндом, тоже членом Нили. Их тела перевезли в Эрец-Исраэль, где их могилы неоднократно оскверняли. Сейчас Лишанский лежит на горе Герцля в Иерусалиме. Я говорю об этом относительно подробно, потому что эти же методы последовали вместе с людьми второй алии в их партию Мапай, а затем и во все последующие поколения клики привилегов. И это следует иметь в виду, когда мы говорим о нынешней инкарнации клики. Она аморально наследственна на своем генетическом уровне, а потому не следует удивляться подлогам, клевете, преднамеренному вранью, шитью уголовных дел и кровавым наветам, типа изобретенного кликой изнасилования террориста Нухбы на базе Сде-Тайман. По окончании Первой мировой войны Бен-Гурион вернулся, вернее, возвращался еще в Эрец-Исраэль вместе с британскими военными частями. Он поступил на службу в британскую армию, хотя и не воевал после этого ни минуты, поскольку война к тому времени уже кончилась. И на базе Британии в Египте он познакомился с Берлом Каценельсоном, очень харизматичным лидером группы, которая называла себя внепартийной. Уже это название говорит о том, что Каценельсон стремился дистанцироваться от модного тогда марксизма. Ближе всего его мировоззрение соответствовало анархистам-синдикалистам, которые предполагали выстраивать общество при помощи так называемых рабочих синдикатов, где трудящиеся могли бы получать все услуги, которые обычно предоставляются государством. Да, анархисты, они роль государства намеренно нивелировали. Эта модель была позже реализована в республиканской Испании. Ее остатки сохранились там кое-где до наших дней. В 1919 году Бен-Гурион добился объединения партии Коалицион с группой Берла Каценельсона.
Так возникла новая партия под названием Ахдут Авода. Это решение стало судьбоносным. Именно оно заложило основу будущей безраздельной власти клики привилегов. Рабочий синдикат Каценельсона назывался Гестадрутом и должен был включать все стороны общественной жизни. В итоге так оно и получилось. Гестадрут объединил банк Апуалим, страховую компанию СНЭ, строительную компанию Сололибоне, больничную кассу Клалит, сеть универмагов Машбир, сельскохозяйственный кооператив Танува, спортобщество Апоэль, подпольную вооруженную милицию Гагана с отделом контрразведки САЙ, из которой впоследствии вырос нынешний Шабак, газету «Давар», издательство «Амовед», транспортный кооператив «Эгет», детскую организацию «Ацуфим», молодежную организацию «Анор Аувед Веаломед» и так далее и тому подобное. Все стороны жизни. Понимаете, о чем тут идет речь? Если бы мы говорили о какой-нибудь большой стране с уже существующей экономикой, финансами, культурой, типа, к примеру, уже упомянутой Испании, то там еще была бы возможна конкуренция между несколькими такими объединениями, несколькими синдикатами. Но в крошечный Эрец-Исраэль, где было всего десяток другой тысяч евреев, мог уместиться только один такой монстр. В итоге партия Ахдут Авода вместе с Гестадрутом с самого начала, то есть с середины 20-х годов, получила контроль над всеми сторонами жизни еврейского Ишува. Так называлось еврейское самоуправление в Эрец-Исраэль под властью британского мандата. Получила контроль над всеми сторонами жизни задолго до провозглашения независимости. По сути, это была действующая модель государства, пока еще под эгидой британцев. Вы наверняка обратили внимание, что объединение Пуалей Цион с Берлом Каценельсоном произошло на чисто прагматической основе. Социалисты и анархисты-синдикалисты. Что там может быть общего? Очень мало. Стратегия Бен-Гуриона и его товарищей по партии, в то время он еще не играл там роль первой скрипки, заключалась в укрупнении посредством объединения, без какой-либо оглядки на идеологию. Ахдут Авода была партией вполне оппортунистического толка. И это очень ярко проявилось в новом укрупнении посредством объединения. 11 лет спустя, когда Ахдут Авода заключила союз с той самой, одной из первых двух партий, да, с партией Апоэля Цаир и ее лидерами Принцаком и Арлозоровым. Так, в 1930 году возникла правящая партия еврейского Ишува, а впоследствии и государства Израиля партия Мапай, партия рабочих земли Израиля. Неудивительно, что с уходом британцев эта структура моментально трансформировалась в готовые министерства, в армию, в полицию, в экономику, в пропаганду. Политические конкуренты были либо подавлены силой, как, скажем, ревизионисты Бегина, либо инкорпорированы в политический союз с партией Мапай. На практике израильский избиратель любых убеждений
не видел иного выбора, кроме как присоединиться к этой монопольной силе. Иначе он просто оставался на обочине, а то и в кювете, без медицинской страховки и многих общественных служб. Нету красной книжечки членства в Гистадруте, нету и членства в больничной кассе, то есть страховке здоровья, и так далее, и тому подобное. Как видите, клика привилегов не возникла из ничего. Ее монопольное правление было безальтернативным, пока страна не выросла достаточно, чтобы вместить в себя еще что-то, помимо монстра Гистадрута. Пока другие слои общества не оперились и не усилились до такой степени, чтобы создать хоть какую-то конкуренцию этой монополии. Потому что по сравнению с Гистадрутом и контролирующей Гистадрут партии Мапай, все прочие партии и движения носили сугубо маргинальный характер, и большинство из них пошли на вынужденный союз с партией Мапай. Большинство, но не все. Одна из групп, а именно ревизионисты Жаботинского, их военная милиция Эцель и молодежная организация Бейтар, были объявлены врагами, фашистами. Жаботинского Бен-Гурион называл Владимиром Гитлером. Собрания и митинги бейтаровцев в Эрец-Исраэль еще до провозглашения независимости подвергались нападениям гистадрутовских дружинников. Ревизионистов оклеветали, обвинив в убийстве Хаима Арлозорова в 1933 году. Внутри Эрец-Исраэль велась массированная клеветническая пропаганда. Бойцы гистадрутовских военных милиций Гаганы и Пальмаха воспитывались в духе яростной ненависти к раскольникам и фашистам, так называли ревизионистов. Апогея эта кампания достигла во времена сезонов, когда Гагана и Пальмах похищали, подвергали пыткам и сдавали в руки британской контрразведки не только бойцов Эцеля, но и просто сочувствующих ревизионистам. Делали это с таким прилежанием, что англичане довольно быстро осознали, что речь тут идет не о ликвидации террористического подполья, а о банальном устранении политических конкурентов. И англичане даже предъявили Бен-Гуриону претензии в этом отношении. Детей ревизионистов изгоняли из школ, их родителей с работы. Избиения были повсеместными. Кое-кого забили до смерти. Преследования имели такой масштаб, что ужаснулось не только еврейское общество, но и сами исполнители. Большой сезон был отменен, когда в газетах начались протесты, а часть руководства Аганы и Пальмаха, в частности Галялон, отказались продолжать братоубийственную резню. С малым сезоном была примерно такая же история. К этой же кампании ликвидации политического соперника следует отнести и расстрел Альталены с попыткой убийства лидера ревизионистов Менахема Бегина. Все это, конечно, было не просто эпизодами, а вполне осознанным и целенаправленным повторением все тех же методов межпартийной борьбы, о которых мы говорили ранее, да, аморальной межпартийной борьбы, которая, собственно говоря, и привела к уничтожению Нили 3 десятилетиями раньше. В результате, раздавив, дискредитировав и фактически уничтожив своих политических конкурентов, Мапай захватила безраздельную власть в новорожденном государстве. Власть, которая подтверждалась затем раз за разом итогами демократических выборов в течение
3 десятилетий, аж до 1977 года. Но было ли это демократией? Внешне – да. В общем-то, происходят всеобщие выборы. Партия Мапай и ее союзники получают львиную долю мандатов и формируют правительство согласно волеизъявлению большинства. Но в классическом определении демократии присутствует не только власть большинства и всеобщее избирательное право, то есть два компонента. Третьим обязательным компонентом является свобода выражения, свобода слова, свобода пропаганды, свобода способности доносить до ушей публики альтернативные мнения и предложения. Подавив и продолжая подавлять любую альтернативу, Мапай тем самым превратила общество в диктатуру одной партии, одной наследственной клики, то есть в олигархию. Давайте теперь проследим генеалогию клики привилегов. Их путь от поколения второй волны Алии до перекрестка Каплан. От первой вооруженной милиции Ашомер до дезертирства из Цагаля. От костров сторожей первых пшеничных полей в Саджере и Дгании до сжигания автомобильных покрышек на блокированных автострадах современного Израиля. От изобретательницы кибуцев Мани Вильбушевич-Шохот до предводительницы разнузданных хулиганов Шикмы Бреслер. От одного из первых кибуцников Муэля Китай-Городского, взявшего здесь фамилию Даян, до Авива Гефена, вопящего под гитару «Анахну дор мезуян». Я не буду переводить это на русский, поскольку нецензурно. Давайте начнем с первого поколения клики привилегов, с поколения второй волны Алии. Можно по-разному относиться к его вождям, но не подлежит сомнению личностный и общественный масштаб этих людей. Берл Каценельсон, Давид Бен-Гурион, Берл Локер, Ицхак Бен-Цви, Муше Шарет, Залман Шазар, Элиэзер Каплан, Пинхас Розен, Леви Эшколь – все эти представители поколения второй волны Алии или поколения номер 1 современной израильской государственности пользовались несомненным и заслуженным уважением как друзей, так и врагов. Друзей наряду с преклонением, а врагов наряду с ненавистью. Не все они были дипломированными врачами, философами, филологами и инженерами. Рядом с доктором медицины Моше Бейлинсоном, который окончил 3 университета – Москвы, Фрайбурга и Базеля, или историком Залманом Шазаром, Санкт-Петербургский университет, Фрайбургский, Страсбургский и Берлинский университеты, или доктором экономики Хаим Арлозеровым, успешно функционировали и такие автодидакты, как Берл Каценельсон и Давид Бен-Гурион, которые восполняли недостаток формального образования посредством огромных объемов самостоятельного чтения. Так или иначе, почти все они прибыли в страну из мест, где гимназия и университет пока еще оставались труднодостижимыми для еврейской молодежи. И, возможно, именно по этой причине неистребимая тяга к знаниям и учебе была неотъемлемой частью их жизни. Итак, в первом поколении Алии идеалы религии труда и социалистические догмы еще как-то худо-бедно уживались с высшим образованием. Хотя можно только гадать, как именно диплом Киевского университета помогал кибуцнице из Дгании, затем мошавнице из Наалаля, Двойре
Затуловской или будущей жене Шмуэля Даяна, как это помогало ей крутить коровьи хвосты. Тем не менее, факт остается фактом. Мать будущего генерала и министра Моше Даяна была весьма образованной батрачкой. Чего никак нельзя сказать о ее сыне. Моше окончил за всю свою жизнь всего лишь сельскохозяйственную среднюю школу для девочек. И тягой к чтению не больно-то отличался. Но тут мы уже переходим к поколению номер 2. Да, это было поколение неучей. Но ведь Берл и Бен-Гурион тоже гимназии не кончали. Просто, в отличие от них, юному мошавнику Моше Даяну ничуть не мешало его собственное невежество. Высокой самооценке молодых сабр способствовало и всеобщее обожание, которым поколение первопроходцев одаривало своих детей. Как ни крути, а говорившие с тяжелым русским акцентом родители Даяна, хотя и сменили фамилии, во многом остались российскими уроженцами, не приспособленными к климату, к работе, к языку, к особенностям Эрец-Исраэль. Зато сабры были плоть от плоти детьми этой земли, дерзкими, свободными, привычными к жаре и к труду. Само их появление на свет представлялось символом победы над Галутом. Попробуйте-ка тут не восхититься. С другой стороны, по тем же самым причинам юная поросль второго поколения посматривала на родителей весьма и весьма свысока. Итогом стало формирование по всей стране, но особенно в социалистических кибуцах и мошавах, взращивающих не столько зерновые, сколько будущую политическую, военную и чиновничью элиту. Формирование принципиально антиинтеллектуальной среды, где рулила тоталитарная религия труда, а все прочие явления человеческого духа встречались открытым презрением и насмешками. Презрительным и нетерпимым было и их отношение к еврейской традиции. Корни нынешнего недоверия харидим к Цагалю заложены именно тогда, в первые годы войны за независимость, когда двух харидимных солдат, отказавшихся готовить еду в субботу, публично унизили, избив, отрезав пейсы и отправив в тюрьму. Вот и сейчас те, кто громче всех вопят о харидим-уклонистах, отнюдь не желают получить в составе Цагаля несколько бригад, подобных бригаде Хашмонаим. Напротив, они уже протестуют против харидизации армии. Им нужно не просто мобилизовать молодежь Бней-Брака и Меа-Шеарим. Им нужно выровнять их по кибуцному ранжиру, и никак иначе. Молодые мапайники Моше Даян, Пинхас Лавон, Шимон Перес, Ицхак Рабин и их другие клоны были куда более наглыми, циничными, безапелляционными, чем их отцы. Вообще говоря, это не является решающим недостатком в политике. Хуже другое. Если поколение номер 1 зарабатывало позиции у руля и у кормушки в жесточайшей конкурентной борьбе и потому привыкло тщательно обдумывать свои шаги, поколению номер 2 те же места достались по наследству от отцов-основателей, практически даром, что неизбежно влекло за собой не только измельчание чисто человеческого материала, но и чудовищное легкомыслие в принятии важнейших решений. Кто-то скажет, что закат правящей мапайной верхушки стал результатом провальной войны судного дня. На выборах 1977 года Перес проиграл, получив 32 мандата против 43 у Менахема Бегина. Но на самом-то деле все было наоборот. Провал войны судного дня
стал закономерным следствием морального и личностного заката, итогом преступной небрежности, невежественности, самоуверенности мапайных принцев. Их хозяйское самоуверенное хамство проявлялось не только в плохой подготовке Цагаля к войне, но и во всем прочем, в подчеркнутом пренебрежении к быдлу, куда включались примерно все, кто не относился к партийной кибуцно-машавно-пальмаховской элите, в бесстыдном непотизме, появлении отвратительного клоповника бестадрутовских бонус, открыто паразитирующих на шее страны. Людям просто надоело, обрыдло, осточертело. Помимо и вне связи с просчетами, которые привели к жертвам войны судного дня. И все же на втором мапайном поколении еще лежал некий романтический отцвет авторитетных предшественников. Не просто Перес, а сподвижник Бен-Гуриона. Не просто Рабин, а командир бригады Пальмаха. Вождей партии Мапай, сменивший к тому времени название на Маарах, а затем Авода, но суть была прежней, вождей по-прежнему уважали многие, пусть только по инерции. В итоге, прежде чем отправиться к праотцам, они еще успели основательно навредить стране преступным соглашением Осло, решение о котором было принято в типично нахрапистом, легкомысленном стиле поколения номер 2. А давайте-ка попробуем. Ну, не получится, так поправим. Да и почему не получится? Ебеседер. Но тут мы уже подходим к поколению номер 3. Кибуцнику Амосу Озу, хотя родился он не кибуцником, но стал им в подростковом возрасте, детям Машава Наалаль, Мейру Шалеву, Йонатану Гефину, Аси и Яэль Даянам и сотням других похожих. Их дети выходили из Галута и закладывали основу будущего государства. Их отцы завоевывали и отстаивали независимость. Ну, а им теперь предстояло пожинать плоды победы. Дипломатические назначения, генеральские погоны, профессорские кафедры, депутатские кресла, академические, литературные лавры. Перед ними были открыты поистине неограниченные возможности, какие и не снились согражданам второго сорта, имевшим несчастье родиться в неправильных семьях сторонников Жаботинского, и согражданам третьего сорта, то есть выходцам из Марокко, Туниса, Ирака, Ирана, Йемена, которые прозябали в барачных лагерях Негева. Одна проблема. Все это, за исключением разве что военной карьеры, требовало определенного уровня образования, того самого, которое так презиралось взрастившей их средой. Эта встроенная коллизия многократно усилила традиционный конфликт отцов и детей. Дети вообще всегда и везде склонны отрицать, по крайней мере, поначалу, ценности и ценность своих родителей, чье место им предстоит занять. Но в данном случае столкновение оказалось особенно острым. Молодой смене претили атмосфера военного лагеря, тоталитаризм, насквозь идеологизированного кибуцного общества, дух агрессивного невежества поколения номер 2. Отсюда и сила противоположной реакции, крайний индивидуализм в ответ на коллективизм, пацифизм в ответ на культ армии, антисионизм в ответ на сионизм. Отвращение к отцам, испытываемое этими детьми, ясно прослеживается в словах и текстах тех же Аси Даяна, Амоса Оза и Йонатана Гефина. В принципе, можно было надеяться, что со временем бунтари утихомирятся. Обычно так оно и происходит. Вчерашний студент-революционер, да, поднявшись с уличных баррикад
1968 года на директорский этаж административного здания, довольно быстро переходит в режим преемственности, продолжая, пусть и в новых формах, дело предыдущего поколения. Вот только отцы из поколения номер 2 не могли предложить своим детям никакой основы, идейной основы, духовной основы для продолжения. Их социалистическая идеология была скомпрометирована сталинизмом. Их интеллектуальный и культурный багаж был ничтожен по причине дремучего невежества. Их связь с еврейской традицией, которая еще сохранялась в поколении номер 1, была безнадежно утрачена. За спинами молодых людей из поколения номер 3 зияла пропасть, и преемственность, как духовную, этические принципы, так и идеологическую, политическое мировоззрение, они могли подчерпнуть лишь извне, в университетах Британии и Франции, или, что то же самое, дома у преподавателей с дипломами тех же университетов. Чему же учили кибуцника Амоса Оза в Оксфорде? Известно чему. В Европе конца 60-х уже безраздельно царил левый прогрессизм, подгоняемый студенческими волнениями, терактами доморощенных анархистов и направляемыми из Москвы интенсивными подрывными действиями. Политическое мировоззрение условного Амоса Оза попросту не могло быть иным. В свое время Владимир Жаботинский называл подобных соплеменников дезертирами. Тогда речь шла о евреях, бросавших свои раздираемые нищетой, бесправием и погромами местечки ради звания русского интеллигента. Теперь же речь идет об израильтянах, бросивших свою раздираемую войной и внутренними проблемами страну ради звания прогрессивного защитника универсальных ценностей. Бросивших не в смысле уехавших, бросивших в смысле на произвол судьбы. Привилегии поколения номер 3 стали первыми израильскими дезертирами задолго до летчиков-отказников 2 года тому назад. Я далек от мысли, что Озом, Шалевым, Гроссманом, Иошуа и прочими столпами израильского культурного истеблишмента двигали или движут корыстные соображения, когда они помогали и помогают нашим врагам пожирать нас. Скорее всего, они искренне верят, что действуют на благо страны. Возможно, они даже убеждены, что льющийся на них поток словословия и материальных благ обусловлен только и исключительно их литературными талантами. Но на взгляд со стороны их небольшая, но крайне вредная и крикливая стая выглядит очень и очень плохо. Мне не хочется винить в этой удручающей картине их самих. Как я уже объяснил, дезертирство было изначально заложено в судьбе поколения номер 3 Мапайной верхушки, поколения, оставленного своими отцами без каких-либо духовных основ и оттого вынужденного искать их на чужой стороне. Сегодня от мапайного поколения номер 2 уже не осталось следа. Мало-помалу вымирает и поколение номер 3. В лице привилегов-капланистов мы имеем дело уже с поколением номер 4, чьим главным и единственным лозунгом является «это все мое». Здесь тенденция к деградации и обмельчанию заметна особенно явственно. Первые были, как ни крути, идеалистами, при всей временами кричащей о моральности их действий. Предательство соплеменников из Нили – это, по сути, уничтожение политических соперников руками турок, избиение бейтаровцев, кровавый навет по следам убийства Орлозорова, Большой Малый Сезоны с пытками и убийствами Альталена,
Было в истории Мапая и Бен-Гуриона много позорных страниц. Но все же они были бессеребренниками, и власть требовалась им во имя достижения вполне сионистских целей. Вторые презирали первых и были большей частью невежественными мужланами и ни в коей мере не идеалистами. Культ силы, культ действия, поразительная самоуверенность. Но, возможно, в тех условиях стране требовалось именно это. Они как раз были наиболее практическими сионистами. Третьи презирали и первых за идеализм и социалистическую фразеологию, и вторых за милитаризм и невежество. И оба предыдущих поколения вместе за сионизм. Свою духовную основу они искали на стороне, наивно полагая, что найдут там себе применение. Четвертые уже не строят себе никаких иллюзий. Их единственная забота заключается в удержании привилегий, в удержании собственности, в качестве которой они рассматривают всю страну. Их левый фланг унаследовал в какой-то мере прогрессистские убеждения отцов из третьего поколения, но таких, как уже говорилось, очень немного. Подавляющее большинство нынешних привилегов не верят уже ни во что. Если представить эту четверку поколений в виде заголовков, то ряд выглядел бы так: идеализм и пафос сионизма, образ нового еврея Сабры, постсионизм Шалом Ахшав, западный прогрессизм и, наконец, охрана унаследованных привилегий. Обратите внимание, каждое из предыдущих поколений предлагало какую-то духовную, идейную основу. Именно она, а не выдающиеся личные качества, придавала значимость и авторитет их вождям. Ну а поскольку поколению номер 4 в плане духовной основы предложить решительно нечего, а на голом цинизме много не построишь, то, соответственно, мелки и ничтожны его поколения представители. Можно ли всерьез относиться к Яиру, губке бантиком Лапиду, к деревянному Буратино Бенни Гансу и сонму других отставных генералов, к малохольному Бужи Герцогу, к мастеру звонких афоризмов Амнону Абрамовичу, к площадным крикуньям Шикме Бреслер и Став Шафир, к безумной пучеглазой феминистке Мирав Михаэли? Им просто нечего предложить обществу, за исключением вопля: «Это все мое, а не ваше». Последнее десятилетие мы стали свидетелями еще одного знаменательного подтверждения тезиса о том, что нынешнее противостояние не носит идеологического характера, что это не левые против правых, а клика привилегов против остальных частей израильской мозаики, олигархия против демократии, свои против чужаков, группа старых семей, которые полагают себя Израилем номер один, против всех остальных, определяемых как Израиль номер 2, Израиль номер 3, Израиль номер 4. Я имею в виду явление перехода в лагерь клики привилегов многих бывших ашкеназов-ликудников, детей самых что ни на есть рьяных ревизионистов, то есть врагов Мапая. Да, их деды, отцы были политическими противниками мапайников. Да, этих дедов избивали гистадрудовские молодчики, а отцов передавали британцам и увольняли с работы. Но эти деды и отцы были тоже из старых семей, из тогдашнего Израиля. Иными словами, идеологические разногласия и борьба за власть происходили внутри Израиля номер один. Но когда на Израиль номер один ополчились номер 2, номер 3, номер 4 и так далее,
о разногласиях было забыто, потому что Мирав Михаэля, Яир Голан и Яир Лапид для Ольмерта, Меридора и Ливни намного более свои, чем Дуди Амсалем, Симха Ротман, Заев Элькин и Итамар Бен-Гвир. Подведем некоторые промежуточные итоги этой части нашей беседы. Мы взяли в качестве примера семью Даянов только потому, что в ее случае генеалогия клики привилегов видна особенно отчетливо. Но можно с уверенностью сказать, что такую же картину можно начертить по многим другим семьям из Израиля номер один. Все они описываются одной и той же матрицей с точки зрения образования, отношения к еврейской традиции и с точки зрения своих политических целей. Все они являют удручающую картину вырождения в своей последней стадии в движении капланистов, готовых на все во имя сохранения власти, даже если их действия угрожают самому существованию государства Израиля. Поговорим теперь о другой стороне конфликта. Как уже сказано, в период монополии Гистадрута у Мапай попросту не было соперников. Но страна росла, увеличивалось население, рос его экономический потенциал, и у Гистадрута появились конкуренты. На выборах 1977 года оппозиция впервые одержала электоральную победу над режимом мапайников. Это стало возможным благодаря союзу 4 весьма разношерстных сил, объединившихся под руководством лидера Ликуда Менахема Бегина в национально-религиозный лагерь. Первый компонент составляли сефарды, второе поколение репатриантов из Северной Африки, Ирака, Сирии, Йемена. Их отцов запихнули в барачные поселки. Выходцы из Польши и Галиции поглядывали на них свысока. И, в общем, за людей не очень-то считали. Но, как известно, второе поколение иммигрантов нигде и никогда не желает мириться с продолжением подобного статус-кво. Израиль в этом смысле не стал исключением. Война судного дня, в которой молодежь из бараков сражалась ничуть не хуже бравых кибуцников, резко повысила самооценку первых и повергла в смущение вторых. В конце концов, это их мапайное руководство привело страну на край пропасти. Первой попыткой политической самоорганизации сефардов стало протестное движение «Черных пантер». Шумное, но немногочисленное, наивное и неумелое, а потому довольно быстро дискредитированное и погашенное мапайной властью. Пантеры могли устроить дебош, перевернуть и поджечь несколько мусорных баков, прокричать свои речевки под окнами мэрии, но не более того. У сефардских масс было море протестной энергии, но отсутствовал даже минимальный опыт политической самоорганизации. Было лишь вопросом времени, когда и как эта энергия соединится с готовой политической структурой. Будь мапайники менее высокомерны и самоуверены, они бы вовремя заметили и оценили грозящую им опасность. Вполне можно было прислать им несколько опытных ашкеназов, которые смогли бы возглавить протестное движение, а затем увести его в сторонку, канализировать в какие-нибудь безопасные политические отстойники. Но мапайники лишь презрительно морщили носы. Как сказала Голда после встречи с представителями «Пантер», они какие-то неприятные,
В итоге сефардов подхватили конкуренты: Менахем Бегин и партия Ликуд. Второй компонент национально-религиозного лагеря, объединивший не слишком многочисленных, битых-перебитых ревизионистов с массовой энергией сефардского протеста. Лидерами новой партии были, понятное дело, ашкеназы. Но ашкеназы – ревизионисты. И все-таки ашкеназы. А кто же еще? Были, впрочем, и сефарды. Например, Давид Леви, сын плотника, поднявшийся в страну из Марокко в возрасте 19 лет и живший в захолустном Бейт-Шаане. Над ним немедленно стали потешаться. Помните серию анекдотов про неграмотных чукчей? Вот такая же была про Давида. И это довольно точно отражало отношение к нему внутри победившей партии. В лучшем случае снисходительное, но большей частью презрительное. Третьим компонентом стало поселенческое движение Гуш-Эмуним, начавшее интенсивное заселение земель Иудеи и Самарии, освобожденных в результате шестидневной войны. Моше Левингер, Ханан Порат, Даниэла Вайс вдохнули новое содержание в почти угасший было дух практического сионизма с его подзабытым к тому времени девизом: «Еще один дом, еще одно дерево, еще одна коза». Козы, правда, так и не вернулись на прежний уровень популярности. Зато дома строились и деревья сажались вовсю. Любому политическому лагерю требуется некая духовная основа, и национально-религиозный лагерь не был исключением. Светские либералы партии Бегина и Шамира могли предложить в этом смысле лишь статьи Жаботинского, слишком давние и слишком специфические по своей тематике. Сефарды располагали лишь энергией протеста. Зато у поселенцев из Гуш-Эмуним было готовое к употреблению учение религиозного сионизма Рава Авраама Кука, рассматривающее освоение земли Израиля как духовную обязанность, приближающую то, что у нас называется геулой, спасением народа и человечества в целом. Поселенцы предлагали синтез сионизма и религиозной традиции, что уже вполне годилось в качестве духовной основы всего национально-религиозного лагеря. Четвертый компонент, харидим, ультрарелигиозные, примкнул к национально-религиозному лагерю далеко не сразу. Впрочем, эта часть израильской мозаики всегда отличается и будет отличаться серьезной инерцией по сравнению с остальными. Что, впрочем, понятно. Древние религиозные традиции подобны мощным рекам, которые крайне неохотно и медленно меняют свои русла. Но уже на ранней стадии образования национально-религиозного лагеря стало ясно, что партии харидим, когда они, наконец, решат постепенно, мало-помалу, мелкими шажками начать интеграцию в израильское общество и в политику, то естественным союзником этих партий может быть только национально-религиозный лагерь и уж никак не светская клика привилегов. Ясно было и другое, что из-за высокого уровня рождаемости число харидим будет расти опережающими темпами и со временем обеспечит национально-религиозному лагерю устойчивое демократическое большинство. Эти четыре компонента были слишком разнородными, чтобы сразу найти друг друга. Но мы уже говорили о причинах, почему реальный шанс победить клику привилегов на демократических выборах появился лишь в 1977 году, после растворения
монополии Гистадрута в подросшей израильской экономике, после потрясений войны Судного дня, после начала протестного движения сефардов и после возникновения Гуш Эмуним. Тогда, после победы, секундочку, после победы Лига привилегов пребывала в состоянии шока. Они абсолютно не ожидали, что такое произойдет. Многим из них казалось, что настал конец света, что Бегин немедленно начнет расставлять своих людей на ключевые позиции в высшем чиновничестве, в юридической системе, в культуре, в армии, в СМИ и в академии. На его месте они бы так и поступили. Однако Бегин медлил и медлил и медлил и медлил, пока, наконец, не стало понятно, что демократический переворот на выборах так и останется там, в архиве, на складах, куда отвезли урны с подсчитанными избирательными бюллетенями. Почему это случилось? Почему он отказался воспользоваться плодами своей решительной победы? На этот счет есть три гипотезы. Первая гласит, что причиной стал его мягкий характер польского джентльмена. Мол, не хотел обижать людей, увольняя их с работы. Не знаю, как вам, а мне это кажется глупостью. Человек как-никак не вчера вышел из колыбельки и тащил на плечах весьма непростое прошлое. Бегство от нацистов, арест НКВД, ГУЛАГ, террористическое подполье, много пролитой крови, своей и чужой, покушение на его жизнь, огромный политический опыт. Не хотел обижать? Да ладно. Вторая гипотеза. У него просто не оказалось под рукой достаточно кадров для замены. Это звучит уже правдоподобней, но не намного. По-настоящему ключевых позиций не так уж и много. Ну, сотня. Ну, 2. Неужели трудно было отыскать это количество людей среди единомышленников? Лично мне кажется наиболее вероятной третья гипотеза. Он не хотел ничего менять. Никогда не руководивший никаким учреждением, он попросту не имел никакого административного опыта и элементарно опасался вмешиваться в работающий механизм. Так или иначе, все осталось по-прежнему. Все да не все. Наследие победы, оформившийся национально-религиозный лагерь, превратился в новую, постоянную составляющую политического ландшафта. Отныне его электоральная база могла лишь вырасти, со всеми вытекающими печальными последствиями для владычества клики привилегов. Что они могли предпринять в такой ситуации уже после того, как оправились от первоначального шока? Они могли, и они приступили к выстраиванию, к строительству крепости, чьи бастионы должны были позволить им обходить результаты демократических выборов. Бегин не захотел сменить ставленников клики привилегов на ключевых постах. Окей, значит, нужно сделать так, чтобы уже никто не смог этого сделать, даже если очень захочет. Иными словами, демократический процесс требовалось заменить устойчивой,
стабильной и неизменяемой структурой олигархической власти. И эта структура была построена. Она была построена прямо под носом у номинально пребывающего у власти национально-религиозного лагеря. У этой структуры есть 4 главных опорных столпа: общественные комиссии, юридические советники, высшее чиновничество и БАГАЦ – Верховный суд справедливости. Начнем с комиссий. Они регулируют практически все стороны общественной жизни. Нужно назначить чиновника на ответственный пост – есть комиссия по назначениям. Кто-то хочет получить лицензию на вещание – есть комиссия, раздающая лицензии. Госпремия Израиля – есть комиссия по премиям. Гранты на кинопроизводство – комиссия по кинематографии. Школьные программы – комиссия по народному образованию. Открытие нового университета – комиссия по высшему образованию. Поиски нефти – комиссия по природным ресурсам. И так далее, и тому подобное. Помимо действующих комиссий, постоянных, назначаются еще и специальные, призванные дать надлежащий ответ на внезапно возникшую надобность. Ну а теперь угадайте с одного раза, кто населяет эти комиссии. Правильно, назначенцы из клики привилегов. И они же подбирают туда новых членов взамен тех, кто выбыл по той или иной причине. Подбирают, конечно, из числа своих же. Свежий пример – нынешняя борьба за то, кто будет назначать членов комиссии по расследованию катастрофы 7 октября. Согласно парадигме привилегов, эта привилегия принадлежит только и исключительно президенту БАГАЦа, то есть человеку, сидящему на самой вершине олигархической пирамиды. Характерно, не правда ли? Одна из важнейших комиссий ведает назначением так называемых юридических советников. Они придаются любому министерству, любой мэрии, любому учреждению, любой значительной компании, Кнессету, правительству, но подчиняются при этом только и исключительно одному главному юридическому советнику, который ведает заодно и Генеральной прокуратурой, то есть имеет полномочия открывать и закрывать уголовные дела. Ну и до кучи располагает собственной вооруженной милицией, подчиненному прокуратуре отделу внутренних полицейских расследований. При этом юридический советник не советует, а диктует. Его рекомендация имеет обязательный характер. На ключевые посты клика привилегов расставляет своих людей, именуемых часто хранителями порога или охранителями порога. И они действительно тщательно следят за тем, чтобы никто из демократически избранных представителей народа не переступил, упаси Бог, порога реальной власти. Само собой, они выбираются общественной комиссией и утверждаются юридическим советником. Если правительство решает уволить чиновника, а юридический советник запрещает, чиновник остается на посту. Если министр издает распоряжение, а юридический советник не согласен, министр подчиняется. В итоге вся исполнительная власть полностью сосредоточена в руках юридических советников и их назначенцев. Уволить их невозможно. Споры с ними бесполезны. Вы спросите, почему? Мало ли что какой-то хмырь навязывает министру. Министр ведь на то и министр, чтобы управлять. Вот тут-то и вступают в бой пушки 4-го, главного бастиона крепости привилегов – БАГАЦа, то есть Верховного суда. Допустим, министр образования, ведающий формально госпремиями, отказывается подписать решение общественной комиссии на том основании, что выбранный ею кандидат в лауреаты
ведет откровенную антиизраильскую пропаганду. Реальные случаи, их много. Тут же подается апелляция в Верховный суд. И тот заставляет министра не только согласиться с общественной комиссией, но и своими руками вручить диплом торжествующему лауреату. Или, допустим, министр решает перевести провалившегося начальника окружной полиции на другую должность. Еще одна реальная ситуация. «Не-а», говорит ему юридический советник. И министр вынужден подчиниться. Почему? Потому что если он откажется, последует немедленная апелляция в Верховный суд с заранее известным результатом. О Верховном суде стоит поговорить отдельно. В Израиле его статус никак не определен законодательно. Поэтому Верховный суд полагает, что ему подсудно все. К примеру, экономические соглашения правительства с газовой компанией по разработке шельфа. Или годность того или иного перца в министры. Или вообще вопрос всех и всяческих назначений. Или законность 20-летнего существования того или иного дома в Самарии. И это без предварительного слушания в суде низшей инстанции и без предъявления документов. Или законность того или иного закона Кнессета. Или выделение или невыделение, финансирование тому или иному театру. Это все не фантазии. Перечислены реальные дела и реальные апелляции. Как видите, в Израиле существует параллельная система власти, которая полностью подменяет собой демократически избранный парламент и назначенное им правительство. Система, составленная из тех же старых добрых привилегов, которая решает вообще все и ревностно охраняет себя от любых посягательств. Давайте вкратце детализируем методы, которыми пользуется олигархия привилегов для сохранения своего владычества. Первый метод – это делегитимация. Делегитимация кого-либо или чего-либо, как нам известно, страшный инструмент в эпоху современной культуры отмены. Человека можно уничтожить, пустив про него слух в социальных сетях, затем слегка подкрепив это несколькими намеками в центральных СМИ. В Израиле делегитимации подвергают целую группу людей, а именно демократически избранных политиков. Предполагается, что политик – это изначально ущербное, коррумпированное существо, бездельник и урод. Разве можно верить такому недочеловеку? В итоге какой-нибудь занюханный репортеришка, подонок и клеветник считает себя вправе задать вопрос: «Вы что, хотите, чтобы этим занимались политики?» С таким видом, будто отрицательный ответ ясен даже полному идиоту. И люди, не желающие считаться идиотами, соглашаются. Ну, да уж, кому-кому, а политикам нельзя доверять ни в коем случае. То ли дело хранители порога, или юридические советники, или судьи богатства. Эти все поголовно святые. По сути, речь идет о делегитимации результатов демократических выборов. И никак не меньше. Другой верный метод – шитье уголовных дел на основе заранее собранного компромата. Любой израильский политик знает, что где-то в недрах прокуратуры или следственного отдела полиции на него хранится досье, собранное в основном незаконными методами, и что этот материал будет пущен в ход в любой удобный для клики привилегов момент. Это легче легкого, когда ты владеешь прокуратурой, судами и следственным отделом. И не важно, что человек абсолютно невиновен, и дело в итоге лопнет.
Но пока оно лопнет, можно держать человека на крючке долгие-долгие годы, затягивая следствие и судебные процедуры. Можно разорить жертву, довести его до инфаркта, можно шантажировать его привлечением к делу жены, детей или родственников, можно ограничить его передвижение, заморозить счета, можно держать месяцами в камере, где бегают крысы и копошатся полчища вшей. Можно, короче говоря, все. Ну, а если следственный отдел начнет каким-то образом возражать, всегда можно напустить на него отдел внутренних расследований, который, как уже сказано, находится в ведении прокуратуры, то есть юридических советников, то есть богатца, то есть клики привилегов. По сути, в руках клики привилегов сосредоточена монополия на насилие, беззаконная в самой крайней, самой отвратительной степени. Они буквально что хотят, то и воротят. Речь идет о замкнутом круге, о замкнутом цикле насилия и подавления, который не только не зависит от демократически избранных представителей народа, но управляет ими, следит за ними, шантажирует их, клевещет на них и уничтожает их при случае. Причем делает это на глазах у всех, абсолютно не стесняясь и абсолютно безнаказанно. И это, конечно, не какие-то случайные отклонения от нормы или временные нарушения закона. Это и есть наша норма. Это и есть наш закон. Закон беззакония и произвола, беспардонной, отвратительной олигархии, беспощадно уничтожающей всех, кто посягает на ее безраздельное владычество, точно так же, как ее прадеды, предавшие Нили и стрелявшие в Лишанского, или деды и отцы, пытавшие бойцов Эцеля и расстрелявшие Альталену. Тут самое время спросить, почему такое положение вещей продолжается так долго? С победы национально-религиозного лагеря на выборах 1977 года прошло почти полвека. Ну, допустим, Бегин испугался. Но что случилось потом? Неужели за полвека в национально-религиозном лагере не нашлось ни одного лидера, который хотя бы попытался нарушить гегемонию клики привилегов? Фактически олигархия продолжала властвовать, невзирая на результаты демократических выборов, в обход этих результатов. Но почему? Каковы факторы в течение полувека, определявшие постыдную слабость национально-религиозного лагеря? Как мы помним, национально-религиозный лагерь с самого начала и до нынешнего времени представлен 4 составляющими, 4 опорами. Это Ликуд, религиозные сионисты, сефардское движение со времен «Черных пантер», сумевшее создать собственную, независимую от Ликуда политическую организацию, партию ШАС, и Харидим, идущие на выборы единым списком. И каждый из этих 4 опор в течение прошедшего полувека были присущи свои, свойственные лишь ей, слабости. Начнем с Ликуда. Эта партия слишком долго контролировалась представителями старых ашкеназских семей, которые, как мы помним, имели и имеют тенденцию дезертировать в решительный момент, предавая национально-религиозный лагерь и смыкаясь с кликой привилегов. Бегин, как мы помним, отдал Синай, а потом не выдержал давления оппозиции во время Первой Ливанской. Тамир
выглядел самым устойчивым, но тоже пошел на уступки. Далее следует длинный ряд дезертиров и депортаторов еврейских поселений. Некоторые из них до сих пор демонстрируют бок о бок с капланистами. Даже нынешний глава Ликуда Биньямин Нетаньяху удостоился похвалы Аарона Барака, главного гуру клики привилегов, как один из выдающихся защитников богатства, крыши олигархической системы подавления. Стали ли эти предательства фактором слабости национально-религиозного лагеря? Безусловно. Религиозные сионисты с самого начала были расколоты на умеренных ашкеназов, которые тоже тяготели к союзу с кликой привилегов, и на героических поселенцев из Гуш-Имуним. Но и вторые, увы, не смогли выделить из своей среды достаточно энергичных лидеров. Результатом стала компромиссная позиция руководства поселенцев во время депортации Гуш-Катифа. И как следствие произошло глубокое разочарование значительной части поселенческой молодежи. Умеренные дезертировали к лику привилегов, по примеру ашкеназов Ликуда. Разочарованные самоустранились от активной политической борьбы, создав группу Хардалим, Хариди, Дати, Леуми. Что-то промежуточное между харидим и религиозными сионистами. Как и всякий раскол, это привело к существенному ослаблению национально-религиозного лагеря. Что касается сефардов, то с партией ШАС расправились быстро и жестоко. Методы привилегов поменялись. Теперь им не требуется предавать своих политических противников в руки турок, как они это сделали с Нили, или расстреливать, как Альталену. Они вполне могут положиться на верную им судебно-полицейскую систему. Возможно, вожди ШАС проявили излишнюю наивность, решив, что им дозволены те же вольности в расходовании средств, что и аффилированным с привилегами мэриям и кибуцам. Возможно, уголовные дела были и вовсе сшиты на пустом месте. Так или иначе, партию сефардов довольно быстро обезглавили, а оставшихся лидеров посадили на надежный крючок шантажа. Что касается харидим, то их можно упрекнуть разве что в слишком медленном темпе интеграции в израильскую политику. На самом деле они должны быть больше всех заинтересованы в крушении клики привилегов, антирелигиозной по своей сути, временами до открытого антииудаизма. Но, как уже было сказано, такие реки крайне медленно меняют направление русла. Был ли этот чересчур медленный темп интеграции фактором слабости национально-религиозного лагеря? Безусловно. Совокупность этих факторов объясняет, почему демократическое большинство так и не смогло до настоящего времени конвертировать свои электоральные победы в реальную силу законодательной и исполнительной власти. К счастью, в последнее время мы наблюдаем существенные перемены в политической ситуации. Давление на клику привилегов существенно возросло. Законодатели в Кнессете впервые за полвека сделали практическую попытку реформировать судебную систему или, говоря иными словами, разрушить главный бастион правящей олигархии. Борьба обострилась настолько, что перестала быть подспудной и совершается в открытую, на глазах у всех. Что же изменилось? Во-первых, изменился Ликуд. Сефарды и вязаные кипы смогли, наконец, оформить реальную лидирующую группу внутри партии. Да, председателем партии по-прежнему является
Ашкеназ Нетаньяху. Однако теперь он вынужден считаться не только с давлением потенциальных дезертиров из числа ашкеназов типа Боги Яалона, Галанта или Дихтера, но и с давлением противоположного крыла, которое все громче требует реформ. Во-вторых, резко возросла роль религиозных сионистов в политической жизни страны. Это особенно стало ясно в дни этой войны, когда вся страна видела, на чьи плечи легла главная тяжесть боевых действий. Именно боевых, не в кабине F-35 и не за столом в офисе электронной разведки, а в танке, в снайперской засаде, в штурмовой атаке на окопавшегося врага, в напичканном минами Хамасном туннеле. Это их руками была добыта победа, в основном их руками. Они же являются сегодня главной движущей силой реформ. Ротман, Смотрич, Бен-Гвир, Буарон, Шломо Кари, Амит Алеви и еще добрая дюжина других министров и депутатов. Они же стали главным движителем настоящей революции, которая произошла в структуре израильских СМИ. Амит Сегаль и Кальман Липскинд, команда 14 канала, радио Галей Исраэль, их голоса стали реальным подспорьем национально-религиозному лагерю. И в-третьих, наметились сдвиги в части интеграции харидим. Это и служба в боевых частях, батальон Нецах Иуда и бригада Хашмонаим. Это и возросшее участие в рынке труда, в частности, в хай-теке. Это и намного более активное участие в политической жизни, в правительстве, в комиссиях Кнессета. Да, это пока еще меньше, чем хотелось бы. Однако тенденция к изменению русла налицо. И тут я снова хочу напомнить, что не следует ждать от 3000-летней религии чрезмерно юркой подвижности. И, наконец, в-четвертых, партия ШАС прошла, похоже, точку невозврата к сотрудничеству с кликой привилегов, которым она когда-то грешила, конкретно во времена Рабина. Ее нынешние лидеры преодолели прежнюю наивность. Их уже не так просто поймать на крючок шантажа и угроз. Их сефардский электорат видит себя естественным союзником ликудовского электората и не простит вождям САС нового дезертирства. В итоге израильская демократия впервые за полвека получает реальный шанс свергнуть олигархию привилегов. И этот шанс нельзя упускать. От чего нельзя? От того, что момент поистине судьбоносный. Хотя бы уже потому, что таковым его считает олигархия привилегов. Они видят в выборах 2026 свой последний шанс переломить тенденцию неуклонного роста национально-религиозного лагеря. Правда, для этого им потребуется одержать победу на этих выборах. Мы уже отмечали, что демография работает против них. И в дальнейшем разрыв численности электората двух лагерей, лагеря клики привилегов и национально-религиозного, будет лишь возрастать. Что же намереваются делать привилегии в случае победы и завоевания большинства в Кнессете? Конечно, для них прежде всего жизненно необходимо отразить наступление национально-религиозного лагеря на главный бастион владычества клики, на судебно-прокурорскую систему.
Ясно, что контроль над юридическими комиссиями Кнессета, его общим собранием и комиссией по выбору судей поставит крест на каких-либо реформах. Но это, повторяю, опять-таки в случае их победы. А победа эта возможна лишь в союзе с арабскими партиями. Без коалиции с арабами привилегии обречены на поражение. И нет никаких сомнений, что заполучив статус жизненно необходимого партнера, арабы потребуют взамен весьма и весьма существенную плату за свои услуги. Однако привилегии, конечно, осознают, что мало отбить наступление национально-религиозного лагеря в течение 4 лет между выборами 2026 и следующим избирательным циклом. Ведь при сохранении нынешних демографических и общественных тенденций на выборах 2030 им не поможет даже союз с арабами. А значит, им необходимо не только отбить нынешнее наступление, но и выиграть всю войну, обеспечив свое господство на десятилетия вперед. А значит, нужно не просто отстоять старые бастионы, но и выстроить новые, еще более мощные и надежные. Во-первых, и это будет важной частью взятки, которую клика привилегов всучит своим арабским союзникам, они примут законодательство, отменяющее дискриминационный с прогрессистской точки зрения закон о возвращении. Если евреи имеют право на гражданство в государстве Израиля, то отчего бы не предоставить такое же право и арабам извне? У нас ведь равенство, не так ли? Ну, а попутно можно решить давно назревшие проблемы палестинских беженцев. А то что это они ютятся в лагерях Ливана, Сирии, Иордании, еще черт знает где? Результатом станет массированный приток миллионов арабов со всех окрестных территорий. Катар и Саудовская Аравия с готовностью согласятся профинансировать абсорбцию арабских репатриантов. Что в итоге? В итоге демографический расклад электората кардинально поменяется. Национально-религиозный лагерь утратит свое большинство. Во-вторых, клика привилегов исполнит, наконец, свою давнюю мечту, расправившись с растущим сектором харидим. Понятно, что нынешние вопли привилегов о необходимости срочно мобилизовать молодых ешеботников связаны с желанием максимально обострить конфликт, и только. Меньше всего они хотят видеть большое количество харидим в армии, генштаб который рассматривают как один из главных своих оплотов. Скорее всего, получив большинство в законодательном органе власти, привилегии поступят проще и эффективней, а именно примут закон о лишении избирательных прав тех, кто будет объявлен дезертирами. Эти идеи уже звучат сегодня. Понятно, что эта мера никак не будет касаться арабов, ведь их даже не пробуют призывать, а следовательно, они и не могут считаться дезертирами. В итоге харидимный сектор будет полностью лишен политического влияния, а национально-религиозный лагерь еще более ослаблен. В-третьих, пока еще не слишком громкие голоса, требующие закрыть средства массовой информации, аффилированные с национально-религиозным лагерем, в случае победы привилегов на выборах 26 превратятся в оглушительный хор. Мы станем свидетелями закрытия 14 канала, газеты «Исраэль Айом», консервативных и религиозных радиостанций и новостных сайтов. В стране установится более-менее тоталитарное единогласие прессы. Ну и в-четвертых, привилегии проведут всеобъемлющую реформу системы образования, лишив финансирования
а то и попросту запретив существующие ныне альтернативные школьные сети, сеть религиозных сионистов, сеть Харидим, сефардскую Эль-Амаян, останется лишь одна общегосударственная сеть, чьи программы будут составлены соответствующим образом, дабы обрушить на беззащитные детские головы девятый вал прогрессистской и воукистской пропаганды. И, наконец, в-пятых, по стране пройдет волна чисток, в результате которых укажут на дверь всем, кто откажется декламировать милые прогрессистскому слуху лозунги журналистов, учителей, университетские кадры, чиновников, офицеров, полицейских. И как итог этого четырехлетия, которое может показаться вам черной дистопией, но на деле абсолютно реально, будет закрепленное на многие десятилетия, если не на целый век, господство клики привилегов. Или не на целый век, да, потому что господство привилегов в Израиле может завершиться не только в результате реформ и установления истинной демократии, но и в результате ликвидации Израиля как еврейского государства. Эта опасность тоже вполне реальна. Однако привилегии готовы рискнуть. Если поставить их перед выбором, уступить власть в Израиле сегодня или уступить Израиль арабам послезавтра, они без колебаний выберут второе. Как кричит Карандышев, стреляя в Ларису в известной пьесе Островского: «Не досталось мне, так не доставайся же никому». Наша беседа подошла к концу, и время подвести некоторые итоги. Невзирая на досужие разговоры о так называемом единстве, единством сегодня и не пахнет. Причем не только не пахнет, но и не должно пахнуть. Потому что мы подошли к точке невозврата. К точке, которую следует определить как либо-либо. Компромисса нет и не будет. Либо страна пойдет по первому демократическому сценарию, в котором демократически избранная власть будет отражать сложную, но живую и интенсивно развивающуюся мозаичную структуру израильского общества. При этом должно быть ясно, что первый сценарий невозможен без глубоких реформ по демонтажу бастионов олигархии привилегов. Либо в случае победы клики привилегов мы получаем сценарий тоталитарной олигархии, ведущей страну к ликвидации еврейского государства. Я повторю для тех, кто не расслышал. Победа клики привилегов на выборах 2026 необратимо приведет к тоталитарной олигархии, а затем и к ликвидации Израиля как еврейского государства. Путей таким образом два. Вот они здесь, на сайте. Путей два, а выбор один. И этот выбор за вами. Спасибо за внимание.